Всем огромный привет! Приветствую всех на своем канале. Как вы догадались, сегодня видео про хоечки. Я просто вот в нетерпении и спешу с вами поделиться своими скромными результатами. Пусть это видео будет называться, так знаете, громогласно «Обзор хой». Но я вот вижу, вы интересуетесь, спасибо. Многим хоечки нравятся. Многих я посвящаю, так сказать, в группу любителей хой. Ребята, они замечательные. Просто кто-то с детства знал, что есть хоя, вот эта бабушкина карноза, и даже не предполагал и не представлял, что мир хой настолько разнообразен и интересен. В общем, сейчас я вам показываю локацию свою. Специально сделана полочка с подсветкой, одна и вторая, но на второй там орхидеи еще присутствуют. Так потихонечку борются с хоечками. Но изначально вот эти две полочки были сделаны для хой. По просьбе моей муж мне соорудил. Ну и вот они потихонечку отвоевали, те, которые варигатные, окошко. Понимаете? Но тут все равно горят орхидеи, а варигатные хои с варигатностью очень неплохо себя чувствуют. Ну, еще и венерина мухоловка тоже здесь себя неплохо чувствует. Я сейчас хочу по одной хоечке вам показывать и рассказывать, что же у меня происходит с этими хоечками. Хоечки у меня давно в моей коллекции, но не эти. Вообще, первая хоя бабушкина, карноза, которая у меня очень сильно разрослась, и даже однажды была обновлена, вот так просто я ее скосила под корень. Это обычная, стандартная, всем известная хоя карноза. Я в 1999 году, в прошлом веке, обломала маленький ростик хои, которая висела у меня над головой в кабинете у меня на работе. Но хозяйка этой хои никому не разрешала к ней прикасаться, понимаете? Но когда она ушла в отпуск, я все-таки отломила этот кусочек. И эта хоя до сих пор у меня есть. Она уже такая приличная. Когда она стояла на южном окне, она обгорала, но цвела. И ее аромат мне не очень нравился, и я очень часто практиковала то, что я обрезала, обламывала ей цветоносы. Ну, а теперь она стоит у меня там в тенечке и не цветет, потому что если хое не давать достаточно света, цвести она не будет. В общем, ребята, вот вы видите, тут у меня прям заросли. И давайте начнем вот с самой-самой крайней, которая вот была с нами с вами посажена. Это клеменсиорум, который пришел ко мне без корней, и который мы еле-еле нарастили ему там скромную корневую массу, высадили. И где-то вот вот видите, и вот уже корешки вышли к стенкам. Буквально там за короткий период времени корешки вышли к стенкам сосуда. Сосуд небольшой. В общем, буду ждать, пока плетет он весь стаканчик. И, о боже, будет это счастье, если когда он выстрелит росточек. Так, это клеменсиорум. Убираем его. Будем говорить о следующей хойке. Следующая здесь возле него стоит. Это вот тоже хоя, которую я укореняла самостоятельно из черенка. Я скажу вам, укоренять хои — это очень увлекательное занятие, где-то какими-то местами немножко нервное, но очень увлекательное. Укореняла я его прямо вот в этом стаканчике в грунте, и успешно, но долго, под целлофанчик. Я вам показывала. Это Caudata Splash. Мне очень нравятся каудаты. Я не знаю. Мне нравится просто хои вот с таким вот плотным листом. Таким, слышите, такой шершавым. Новые листики у нее появились. В общем, она после укоренения сразу же начала свой рост. Она, вот, девочки, вот только корни дошли до низа горшка, моментально выстрелил усик. Вот он, видите? И она пошла в рост. У нее там вот
есть усик, не усик, а как это, узел. Вот их два, да, вот я купила с двумя узлами черенок, но тот что-то не развился, развился новый. И вот эти два новых листика у этой каудаты, вот так они выглядят. У них вот такой интересный край. Не знаю, какой будет размер. Ну, наверное, будет такой, как у этих старых листьев. И вот тут такой новый пушистый листик растет. Я ей поставила палочку, потому что хоечки любят, когда им предлагаешь какую-то подпорочку. Но не могу найти. Нужен мне закрепить, надо его, в общем. Нету подходящей, надо у орхидей занять заколочку. Усик очень нежный, тоненький, но очень проворный, очень спрытно, быстро растет и растит листики. Каудата вот такая интересная. Не знаю, девочки, хочу вас познакомить с миром хой. Сама только знакомлюсь. Смотрите, это товарищ, иностранец, хотела сказать, Джордж Вашингтон. Это Silver Dollar. В общем, смотрите, какой у нас прогресс. Он у меня сидел в маленьком стаканчике, сидел. Там было пару корешков, вот новых пока я не вижу. Но как только я его вытянула из старого стаканчика, там такая была, знаете, ну, по-моему, вот это что-то там пробивается. Такая была земля какая-то с огорода, плотная. Она когда подсыхала, она превращалась в такой, знаете, кусок огородной земли. Такое ощущение, что продавец накопал где-то в огороде, я не знаю. Не, ну он рос. И в общем, этот был один листик. И как только я его пересадила, корни еще, в принципе, не видны. Но он сразу мне вот такой мощный ус выдал. Вот такой, смотрите. Вот плотный такой. И два листика. Вот они пока такие цвета непонятного еще, ну, ближе к мяте. Но они еще растут. Они, когда Silver Dollar вырастает, он интересный имеет, листики такой интересный. Мне он нравится. Вот девчонки показывают в обзорах. Классный. Очень-очень интересный. Постой пока здесь. Так, вот это вот наконец-то раскачалась. Тоже пришла мне подарком в виде черенка. Это вот я подписала Potsi Splash с одним листиком. Я вам показывала, что никак я не могла с ней договориться, с этой Potsi. Ой, и в итоге она начала потихонечку наращивать корни. Вон, видите, вот они там наросли. И вот пошел усик, и пошли листики. Вот такие вот молодые листики. Потом они становятся более вот такие плотненькие, я бы сказала, такие мясистые, интересные, и имеют вот такой сплэш. Как цветет, девочки, Potsi Splash, я не знаю. Зацветет, если расскажу. Так, кто это у нас такой? А это, наконец-то, Николсона. О, корень появился выше ярусом. Как-то вот получила этот черенок укорененный. И корни как-то все стелились по низу горшочка. Вон там, видите? Их не было видно у стенок, но они почему-то дошли до низа и там обвивали нижнюю часть горшочка. И ничего не растили. Но сейчас вы видите сами, появились у стенок горшка. И наконец-то Николсона, посмотрев по сторонам, решил, что пора бы уже и честь знать, в гостях уже давно, а надо уже оставаться как дома. В общем-то, вот здесь два листика дал, и здесь, ну, еще как бы проклюнул, да, вот такой усик, и вот здесь продолжение, вот такое вот интересное зелененькое растит. Вот эта интересная хоя, она вот, смотрите, как у меня побежала, была одним листиком укоренена. Это родственница, могу сказать, это родственница хои, не всем известной, но многим желанной аргентинской принцессы. Потому что аргентинская принцесса очень часто при каких-то неблагоприятных условиях вырождается вот в такую вот хою. Это хоя
Называется, вот она мне так приехала, укорененная. Есть там корешки, но вот так вот на стенах, ну есть и есть. Просто недавно поливала, не видно. Это Хоя New Host. New Host. У нее такой тоже красивый серебряный, видите, отлив у листиков. Я вот не хочу Grey Host. Grey Host не хочу. Мне вот больше нравится вот такая New Host. Видите? Я вот сразу, она таким пучком выдала сразу 3 листа, и вон там 4-й идет. Прям такой кучкой. Может, то усик идет, девочки, не знаю. Нет, тоже листик. Такие 4 листика сразу выдала. Интересная. Вот у нее тыльная сторона такая, видите? Интересная хоечка. Она мне очень понравилась. Я ее дешево купила, потому что был один несчастный, только-только укорененный листик. Вот такая прикольная. Нравится мне. Вот они тут еще, как бы они, по-моему, втроем приехали. Вот так. Нет, обманываю. Этот приехал отдельно. Но эти две вместе приехали от одного продавца. И кто-то с ними еще приехал. Я уже подзабыла, кто. Или они две приехали. Были у меня распаковки на канале. Так, вот это меня радует. Слоник этот. Иди сюда. Это называется Хоя. Вы все ее узнали. Она вот так загорает. Хойка это называется Гунинг Гадинг. Вот так вот, если я правильно произношу. Девочки, смотрите. Вот просто был листик и был короткий усик. Голенький. И вот начал этот усик. Немножко он подрос. Тут, по-моему, даже на конце ветвиться начал. И начал он обрастать такими красивыми, интересными листочками. Причем, смотрите, они тут представлены в разной возрастной категории. Видите? Вот это самый старший, с которым приехала Хоечка. Потом вот следующий. И вот эти. Ну, под лампами вот приобретает вот такой вот загар. Если поставить вообще на солнце, вообще, наверное, будет цвета вот этого держателя. Такая классная. Она мне очень нравится. Но единственное, что тут новенькие листики растут. Я читала, девочки, или видео слышала у кого-то, что очень надо аккуратно к листикам сильно не тягать ее, потому что очень легко обламываются листья. Вот так вот. Такой вот гунинг гадинг. Классный, да? Ну вот как бы такой загорающий крокодил. Ну и давайте сразу крокодилов покажу. Вот еще один слон. Это мне когда-то подарили вот такие декоративные кружечки. Они стояли, с них пить неудобно, но для хоечек. Девочки, вот это Хоя. Я сначала вообще приобрела, а потом думала, что оно такое, с чем его едят. Это Собах Бьюти. Вот этот листик приехал ко мне, а усик был маленький, коротенький, небольшой. И вот он у меня начал разрастаться. Вот такой он уже большой. И начали появляться листья. Такие прикольные. Они как-то, знаете, такие как выпуклые. Они похожи на панцирь черепахи. Такие интересные. И вот, а вот что-то новый лист какой-то мне не нравится. Возможно, что-то ему не хватило, что-то случилось. Либо он отпадет, либо он наберет, ну вроде не похоже, что что-то с ним не так. Не знаю. Вот, возможно, он наберет цвета. Ну, буду наблюдать. Какой-то он такой коричневый. Видите? Ну, по-моему, они вот так вот начинают свой рост с такого вот непонятного, такой непонятной гаммы световой. И вот я его так, усик, придерживаю на круг, на опору. И вот эти листочки такие прикольные. Вот эти черепашки. Это не крокодильчики, это черепашки. Собах Бьюти. Девочки, не знаю там эти номера, что и как. Собах Бьюти. Но вот по второму листику, конечно, красивее, когда по 2 листика из узла. Но тут что-то пока... А, вот тут что-то начинает развиваться вон там. Видите, по второму листу начинает развиваться. Но такая индивидуальность, такая интересная. Ну, прям действительно черепашки. Вживую она, конечно, еще красивше. Ну и мой главный крокодил на сегодняшний день, крокодилище, это, конечно, мой калимантан, Калистофила калимантан. О, девчонки. Единственное, что у меня тут под лампами
Сейчас немножко поярче стало. Когда лампы работали под искусственным освещением, она как-то вот, как вам сказать, ну, не такая яркая. А вот сейчас я начала, с утра она ловит солнышко, и я лампы включаю где-то после, ну, к 3 часам, к 2, и она поярче стала. А то прям вообще какая-то была не яркая. Ну, такая, знаете, бледная была. И вот смотрите, у нее тоже ус вот так я пустила ей на этот самый, на держатель. И смотрите, что она выдала. Видите? Сейчас, девочки, я разверну, покажу вам. Сама хочу рассмотреть. О, посмотрите, какая прелесть. У нас скоро будет цветение. Очень-очень долго она наращивает. Вот он появился, этот цветонос. И она так долго формирует эти цветочки, эту корзиночку. И что самое интересное, очень короткая ножка у этих цветочков. А здесь вот смотрите, еще листики выше растут, и еще. В общем, она прям молодец, молодец. Такая вот красотка. Интересная. Вот так она у меня как приехала в стаканчике. Нет, она была в маленьком стаканчике. Я ее пересадила в больший стаканчик. Мне кажется, ее надо, ну, завтра уже полью. Я всех поливала, а она мне показалась мокренькая, и я ее пропустила. Вот так бывает, какую-то хою пропустишь, а потом и можешь упустить этот момент. Ну вот я для себя отмечу, что эту хою надо, может быть, даже сегодня, чтобы не забыть, хотя уже вечер, ну, полить. Ну, тут еще лампы много часов будут работать, поэтому можно. Так, девочки, посмотрите, я сегодня купила для этой красотки. У нас там под домом есть магазинчик хозяйственный. Я так хожу, смотрю, привезли вот такие вот кашпо. Интересные такие кашпо, керамические. Написали новинка. Они есть салатового и белого цвета. И я хожу и думаю, ну блин, ну вот это то, что надо моей ундулате, пока она еще в этом горшочке. Помните, ундулатка приехала на мой день рождения, там было видео, как бы на днюху, я распаковывала посылку. Было 2 вот этих листика. Девочки, только я не могу понять, она коротколистная у меня, что ли, или это длиннолистная. В общем, смотрите, она нарастила уже 4 листа. Прошел. Вот сегодня, какое число? Сегодня 13, а 15 мая у меня был день рождения, и на свой день рождения я получила посылку. В общем, через месяц у нас уже, смотрите, плюс 4 листа. Но они еще в процессе роста. У них, они так вот растут маленькие, но уже с варигатностью. Что у нас по корням? По корням у нас так не густо, но и не пусто. Корни у нас потихонечку растут. Но мне кажется, они еще вот в этот дренажный слой не проросли. Они больше как-то вот сверху растут. Ну нет, в среднем уровне тоже появляется. Короче, она же потом вот так вот растит кустиком пушистым, а потом выстреливает ус, и уже на усике дает продолжение, там дает дальше, короче, растет. Девочки, она прелесть. Вот теперь она у меня, как она у меня стояла? Вот так, вот так. Она вот тут вот на полочке стоит, теперь такая нарядная, в таком кашпо. Прикольно, да? Оно ей прям к лицу. Ой, была-то прелесть. Так, понравилась мне динамика у моей финландсони. Посмотрите. То, что... Сейчас, девочки, достану ее. Она у меня посажена из черенка. Приехал черенок, без корней, естественно. Ну, как черенок, обычный, свежесрезанный. И вот мы нарастили вот такое количество корней. Сразу она была мною помещена в этот субстрат. Девочки, скажу вам сразу, и вот посоветую, не посоветую, поделюсь своим опытом. Покупайте грунты немецкие. Вот есть универсальные грунты немецкие, разные, именно немецкие. Вот это у меня компоссана, но может другие какие-то есть. Слушайте, в них растения просто
обалденно приживаются в немецких грунтах и классно развиваются. У меня так получилось, что у меня когда-то были цитрусовые, я их пораздавала, кто-то погиб, кого-то отдала. И я специально для них покупала вот этот компассановский для цитрусовых грунт. И что вы думаете? Ну, осталось у меня остался целый баул, целый пакет. Там уже чуть-чуть осталось. Когда появились хои, осталось чуть-чуть. Я, честно вам скажу, я очень сначала прям вот... Ну, мне было... Ну, я боялась высаживать в него. Думаю, ну это же хои, а то ж для цитрусовых, как бы... Ну, я думаю, если вы возьмете универсальный, я в следующий раз возьму их универсальный, закажу. И вот, слушайте, он, видно, там с хорошим составом. Вот все у меня хои, все в него высажены. Ну, кроме вот этой, потому что я получила посаженной, кроме вот этой. Ну, это в нем. Вот это, сейчас мы к ней дойдем, тоже в нем. И Рангсан в нем очень хорошо растет. И, в общем, все у меня остальные, ну, ундулат. Вот кроме ундулата и вот этих двух, которые в своих стаканах, которые приехали уже укорененные, вот это у меня в нем растет тоже. И вот она сейчас в Финландсоне вот тоже активно начала, 2 точки роста проснулась у нее. Она обалденная, мне она очень нравится. Я вам уже рассказывала про нее. А тут у меня тоже в беленьком таком кашпо, это моя кружка, видите, с отбитой ручкой. Пригодилась, Аня не выбросила. Девочки, ну вот это вот абавата варигата тут у меня чудит, листьями стоит всегда, мокрющая, не даю ей просыхать, не даю. Все равно она вот эти листья, все листья вот так крутит, вертит. Я смотрю, ну вот этот единственный лист, который более-менее ровный. Смотрю, у девчонок все вот эти абаваты, большинства ровный, красивый, круглый, вот такой вот кругленький листик. У меня же какая-то вот круть-верть. Нарастила она этих цветоносов. Было больше. Вон там второй формируется. Где-то еще был цвет. Вот там спрятался. В общем, вот уже 3 цветоноса. Но говорят, что на 1 год растит цветоносы, а на следующий год на них будет цвести. В общем, так я ее закрепила. Ну вот я ее поливаю. Вот сейчас даже тяжелый мокрый горшок. И она мне все равно крутит эти листья. Не знаю, какая-то особенность. Ну вот Рангсан в год по веточке растит. Долго стоял, цветонос один дал, скинул, я вам рассказывала. Ну вот уже вот так листья подрастил. Ой, лист у него красивый. Что ни говори, красивый лист. Я его не подкалывала, он вот так у меня на стенку лег там и ползет по той стенке. Так, ну и королев Каудата Голд или Каудата, как еще, сейчас тут я подвину, чтобы ее поближе поставить. Каудата Оранж, не знаю, девочки, но мне она как Голд пришла одним листочком. Слушайте, это нечто, это просто нечто. Вот там второй лист. Вы знаете, я смотрю, она у меня растила с одного узла по одному листу. Листья обалденные. Вот пришла она с 2 листами, вот 2 листа вот там. И вот она вот так вот у меня нарастила за год вот такую прелесть. Посмотрите на этот шик. Я просто в шоке. Она у меня одна из самых любимых. Просто вообще. Там девчонки мне писали, типа, просят, но я пока, девочки, ее не режу. Ну как можно эту красоту резать? Мы растем. Вот когда мы пойдем, она здесь, понимаете, засушила ус. И где она сейчас растит листья. Вот здесь, может быть, еще будут листья. Вот здесь вот она новый лист растит. Вот этот был недавно маленький. Боже, неделю назад был малышок. Он еще мягкий. Вот этот был недавно мягкий уже. Все, картон. Теперь этот растит. И вот теперь вот этот. Ой, она такая прелесть. Ой, не знаю. Это просто любовь любовная. Я ее обожаю. Девочки, пока, ну кого тут резать?
Это еще когда вот если нарастит много, пару кругов, когда уже там, ее можно вот так по кругу, раз, 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 раз. Жду, чтобы она стрельнула мне где-то еще точку роста оживила. Пока тишина. Хотелось бы еще один ус. Но она вот одним усом растет, вот так вот. Но это нечто. Это просто такая прелесть. Посмотрите на этот лист. Больше моей, ну у меня ладонь небольшая. Ну, как моя ладонь, да, в принципе. Такой вот лист. Но он еще и широкий. Посмотрите на эту прелесть. В общем, я вам каждый раз ее показываю, каждый раз восторгаюсь. Боже мой. Вот та, которая просто Caudato Splash, да, где она тут? Ну, у нее мелкий лист. Мелкий достаточно листик. Может, сначала, но это изначально были вот такие листья укорененные. Но они разные абсолютно. Видите, вот Caudato Splash с меньшим листом и Caudato Gold. Она загорает в такой прямо яркий, прям бордовый. Когда у меня в зимнее время подсветка работала, на подсветке они были с 8, там, с 9 утра до 11 ночи, это получается 14 часов, она у меня прям бордовая вся была. Вот листья прям такие загоревшие были. Сейчас подсветки меньше, они не такие, но сплэш все равно вот этот вообще есть. Классный. Ну просто вообще обалденный. Так, ну и сейчас переместимся сюда. Здесь вам покажу Лизу. Тоже девчонки просят у меня ее. Девочки, пока растем. Там девчата писали, что чтобы она не шла вот такой веткой, а мне нравится, пускай идет, чтобы типа опустилась. У меня здесь есть второй вот внизу второй этот. Надо ее типа прищепить. А мне так жалко эти листья там щипать. А она такая клевая Лиза, Австралис Лиза. Вчера вот поливала их. Я ей уже такую опору поставила. Шикарную. Красотка. Такой у нее лист обалденный, немножко такой накрученный на бигуди. Ну, она любит попить, девочки, любит. Ну вот у меня получается, как второй ростик снизу идет. Посмотрим, где-то может еще стрельнет. Но пока вот так вот. Пока мы растем. Вот так в окошко смотрим. На солнышке на прямом стоим. Где-то до часу. Солнце тут с утра до часу. Она стоит нормально. Так, девочки, вот это ж я вспомнила, кто приехал с моей ундулатой. Вот этот еще приехал. Ой, что-то я захрипла. И, короче, вот эта вертицеллата, она молчит. Она не хочет ничего расти. Молчит. Корни нарастила и все. И сидит. Не хочет. Посмотрим, где она разбудит усик. Девочки, хотела снять одним дублем все, и вот охрипла на 27-й минуте. Так, ну это у меня еще. Так, пойду попью водички. Вот расскажу еще про хишкелиану. Смотрите, какая классная, да, девчонки? Ну, очень-очень медленно у меня растет. Сейчас, подождите, попью водички. Так, ребят, попила водички, дела наладились. В общем, хишкелиана. Хишкелиана, короче говоря, все ее любят, она красивая, она прикольная, но она, как по мне, очень медленно растет. Ну, пушистая, класснючая. Прям хочется, чтобы был такой пушистый кустик, но думаю, через пару лет она раскачается. А вот это же я вам показывала свою макрофилу Pot of Gold, она красивая тоже. Ой, я сегодня поливала, когда или вчера? Вчера поливала, она еще не все даже выпила. Вот такая вот дамочка. Красивая. Новые листики растут. Девочки, это загар. Горшочек с золотом. Я все время говорю, горшочек с ягодами. Видите, какие ягоды там? Это прям вот так вот она на солнышке так ведет себя. Ой, красивый такой новый лист. Она быстро растет. Быстро. Я когда она стояла и мельчила листья в маленьком горшочке, когда я ей дала больше вазон, больше земли, она как пошла и пошла листья растить побольше. Вот такие уже пошли листья, шикарные, я считаю. Но перестала расти. Вот начала, она как бы так, растит ус, начинает, потом останавливается, начинает листья подрастать у нее начинает. Очень быстро пересыхает у меня, потому что она у меня
в глиняном горшочке. Но зато я не переживаю, что я ее перелью. Так что вот так. Красопеты мои. Ой, жду, пока Клементиорум, конечно, в себя придет. И все у него будет хорошо. Так, кто у меня здесь? А здесь у меня DS70. Вот так я ее напомню. Она, конечно, вроде на свету, но такое междоузлие у нее сумасшедшее. Вот она так дала вот эту... дала вот этот ус. Я его подколола. И он стал таким реденьким. Видите? Такое междоузлие у нее редкое. Но там, вижу, она дает с той стороны, вон, видите, такие розовые. Это новые листочки молодые. Вот молодые листочки, недавно вылупившиеся, они вот такие вот терракотовые. Видите, терракотовые. А потом они уже со временем становятся начинают зеленеть. И у меня есть подаренная мне продавцом еще одна. Но она тут странная. Я пыталась разобраться, каким местом она посажена в горшок. Дело в том, что, смотрите, сверху корневая у черенка, потом листья, вот эти листья вроде нормально растут, да, вот. Тыльная сторона снизу, как бы, да, направление роста я пыталась угадать. Какие-то другие листья, они, в общем, не знаю, короче, она ус дала вниз. Видите, вот этот ус, он начал расти, ну, вот так. Из узла ус пошел в горшок. Представляете? Вот эти листья, кстати, кто-то их погрыз или что, я не могу понять. Или я их подпалила на солнце. В общем, они пошли вот так. И прям в землю. И вот он выходит. Коснулся земли, пошел наверх. И пойди его пойми, что за черенок укоренялся, вообще непонятно каким боком, каким местом. То ли перепутали, вверх ногами черенок усадили, или что, не знаю. Ну, растит она свои усики, вот этот растит, вроде как растит. Но пока посмотрим. Неохотно растет, плохо развивается. Мне кажется, а в горшке, кстати, корни, ну вот, корни есть. Вот корень, не было корней, вот они появились. Девочки, я не могу понять, то ли черенок очень странный, либо он в теплице вот эти верхние корни нарастил, а чего он пошел, вот это, меня знаете, что сбивает? Почему черенок начал расти в субстрат? Вот видите, вот он вышел и пошел в субстрат, вот так вот. Я думаю, ладно, пускай вот этот узел укоренится тоже, и вот он пошел дальше. Я в шоке просто. Так, и хочу вам показать свою гигантскую красавицу. Я вам показывала. Я думала, она уже успокоилась. Это Керри Реверс. Вот какой она новый лист вырастила. Помните, какой он был маленький? Я вам показывала в видео. Она со сплэшем немножко. Вот такая вот. Вот это вот было у нее пару листиков при покупке. Два вот этих выросли у меня в прошлом году. И вот она дала вот такую сищу. Кстати, вот листочки появляются на некоторых через узел. А вот еще листик. И смотрите, какой ус. Она дошла до сюда. Это вот 1,5 метра березка. Я думала, она успокоится, где-то она дальше идет. Я говорю, и за что ты будешь тут цепляться, мне интересно. Горшки мне с орхидеями обвивать? Понять не могу. Девочки, у кого Керри не растет, не хочет расти, видите, какую сищу? Это все ус. Поставьте, если у вас есть какая-то опора, типа вот как березка у меня здесь. Поставьте, она сама почувствует опору и сама побежит по этой опоре. Будет вам счастье. Да, вот я поливала. Ее, кстати, надо редко поливать. Она не сильно быстро просыхает, потому что она как суккулент. У нее такие листья. Этот еще молодой. Но он достаточно, девочки, быстро вырос, этот лист. Сердечко вот такое, видите? Сначала был такой пожмаканный, неровный. А сейчас прям такой красавчик. В общем, вот так вот. Рассказала вам сегодня про хоечки. До сих пор у меня здесь цветет красавчик Magic Art. И вот это вот Goldion тоже растит цветонос. В общем, цветем и пахнем. Кто у нас еще тут цветет? Пират тут свои букеты формирует. Это я вам так знаю, что приходите смотреть хоечки, но любите орхидейки.
Знаете, что я вам хочу показать еще? У меня же орхидея была, которую я купила безымяшкой на уценке. Девочки, а ну, напишите, кто это? Вот она вырастила вот такой, растит вот такой цветонос. И вот такой цветок открылся. Я в шоке. Я сначала подумала, может это голден яблоко, или это... Ну явно, что это не карибская мечта. Или это кто? Пожар? Не пожар, язык, ну, другая губа. Еще, девочки, просьба к вам. Кто это? Расскажите. Я недавно поливала, все мокренькие. В общем, вот такая красота открылась. Представляете? Просто супер. Там у нас цветоносы растут. Все. Тут у нас камбрия растет. Мне Люда подарила. Поменялись. Тут ансидиум растит, новый рост. В общем, так бегло рассказываю. Тут тоже у нас цветоносы идут и корни. В общем, все на свете. О, мой телефон, заколка нашлось. Посмотрите, какой голден, да? Вроде лето, жарко, а он такой яркий. Бывает зимой не такой красивый, как сейчас. Обалдеть. А этот, то вообще вне конкуренции. В общем, девочки, вот такой у меня тут фабрика по производству сердец. Видите? Покупайте себе керри. Они такие клевые. Но они, вот им надо вот такие вот опоры. Понимаете? Если у вас есть куда виться, то вы будете балдеть от счастья, вот наблюдать, как вот из такой вот маленькой пимпочки вот такие маленькие листочки и потом вот такие огромные сердца появляются. Это просто вау. Так, все, друзья мои, всех обнимаю, всем мира и добра. Посмотрела и увидела, что я вам не все показала. У меня же здесь еще одна хоя стоит. Я в Сенсей ходила и купила вот такую вот подставочку. Спешл этой хои. Так, сейчас я клемисиорум там еще. С ним надо аккуратно, шепотом. Специально думаю, надо как-то ее вот, ну, приподнять. Это хоя куртиси. Тоже такие пики, не сердечки, а пики. Я ее называю пиковая дама. Она сплэшистая. И она вот так разрослась. Это с одного, девочки, черенка. То есть, если вы раздобудете у меня или у кого-то другого вот такую маленькую веточку, небольшую. Мне приехала веточка укорененная. Еле-еле, буквально там было, по-моему, 1 или 2 узла. Помните, вот я в видео показывала распаковку? Там просто один такой вот, ну вот прям вот, я не знаю, вот так вот продавец там срезал, вот так вот 2 листика, вот так вот чуть-чуть вот отрезал. И вот тут, видите, сразу корешки, она должна хорошо укореняться. И вот с одного листика, с одного вот этого черенка, она начинает сама куститься. Ничего не... Что тут летает? Ничего не надо подсаживать. Она сама кустится. Сейчас я даже... Ой, так я не возьму. Сейчас, девочки. Вот, видите, вот там еще куча лезет всего. Я вчера всех поливала. Вот, она вот таким вот потом будет шапкой. И ее надо подрезать. Я ее буду подрезать, укоренять и вам предложу. Ой, бляха-муха. Она прикольная. Как цветет, не знаю. Но я не думаю, что ее цветение какое-то особенное. Но когда вот этих вот косичек много, а они со временем... То есть это вот такая будет прям копна сумасшедшая. Она реагирует на недолив. А если ее пересушить, она у меня просто... Ой, что тут какой-то листик. Засушивает листочек. Как-то иду, смотрю, один желтый листочек. Он так выделяется на фоне, на общем. Я туда, а там сухо-сухо. В общем, я ее пропустила в какой-то полив. Но она мне нравится. За короткое время, ну, наверное, за год. За год. Или осенью я их покупала, господи. То ли осенью прошлого года, то ли весной. Не помню, по-моему, весной или осенью. В общем, она вот так вот у меня обросла. Такая умница. Мне просто не нравится, что она начинает вот так вот заворачивать уже вот эти вот. Мне бы хотелось, знаете, как вот волосы девочка хочет по плечи. Чтобы она вот так вот была пышная, но вот чтобы она вот такая коротенькая была. Поэтому надо пообрезать вот эти вот кончики, которые заворачивают. Но они в росте в постоянном, понимаете?
надо пообрезать, пообстричь. Вот этот вот еще коротенький. Пообстригать вот раз, два, три. Это тоже коротковато. Вот 3 горшочка уже можно посадить. Потому что, ну, вот она стоит, она уже везде лезет, она уже это вот. Ну, это надо красиво, если она будет вот на какой-то конструкции напольной стоять. И обрастет, и будет такой вот шапочкой свисать. Прикольно, да, девчонки? Классно. Так, все. На этой оптимистической ноте я с вами прощаюсь. Показала вам свои хоечки, но не все. У меня еще в другой локации у сына младшего хои, которые там и Матильда, и кто там у меня еще, Black Leaves лакуноза, потом как-то Хешкелиана, да, Варигата, и Матильда, а я уже называла, да, и Эскимо Сильвер, там они у меня висят на стене. И некоторые даже уже цветут, я вам показывала. В общем, я очень рада, что Ундулата приняла мои ухаживания. Все, друзья мои, всех обнимаю. Всем мирного неба. Пока-пока.